Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Игорь, компания Max Hydro Group. Сегодня мы на новом объекте, и у нас даже город необычный, это Севастополь в районе Фиолента. Здесь очень много домов строится, мы приехали сюда к нашему покупателю проконсультировать, рассказать, как правильно применить гидроизоляцию. Применяем мы ее на балконах, у нас 3 балкона, 70, 70 и 50 метров, общая площадь около 200 квадратных метров. И здесь мы будем работать через праймер микроселлер по свежей полусухой стяжке, 2 слоя гидроизоляции с усилением геотекстильной ленты, 3-й слой гипердесма и обсыпаем ее кварцевым песком для применения уже плиточного клея, для укладки плитки и в дальнейшем использовании этих балконов. Давайте я вам покажу, как это происходит. Расход праймера примерно 200-300 мл на квадратный метр. Все зависит от шероховатости поверхности и от впитываемости поверхности. Теперь мы усиливаем геотекстилем все места примыкания, углы, входные группы, температурные швы. Геотекстиль. Вот такой вот. Поставляется в рулонах шириной 17 сантиметров. Можно использовать и другую геоткань. Главное, чтобы не была слишком плотная. Например, там не выше, чем 120 граммов, потому что невозможно выдавить воздух. А как им работать? Его укладываем, прям раскатываем рулон на красную мастику. То есть сначала валиком кисточкой нанесли, сразу укатываем геотекстиль. Выдавливаем весь воздух, сверху еще закрашиваем и все. У нас усиленный участок, усиленные швы, углы, все, что можно. Все места примыкания, либо переходы на разные материалы. Работаем через ткань. Как правильно выбирать геоткань? Да, она не должна сильно растягиваться не продольно, не поперечно. Бывает геоткань, ленты такие, которые прям растягиваются, такая не подойдет. Также не подойдет геоткань, которая растворяется от растворителей, потому что в гипердесмо есть ксилол 5%. Если мы опустим геотекстиль, он просто растает. Ну, разумеется, усиление места у нас не получится. Получается вот такая вот штука. Разумеется, ничего не произойдет, но в таком варианте теряется эластичность, но прочность усиливается в несколько раз. Без геотекстиля у нас эластичность вот такая. То есть можно еще сильнее растянуть, ничего не произойдет с нашей гидроизоляцией. Давайте покажу вам. У нас следующий этап гидроизоляция. Мы покрываем уже 2-м слоем. На красную укладываем белую гидроизоляцию. Все то же самое. Расход 700-800 граммов. Ничего нового. Просто покрываем. Начинаем с углов, с краев площади. И просто потом горизонтальную плоскость покрываем белой мастикой. Получается прям... Очень красиво выглядит, когда красное и белое на большом контрасте. И все, это уже считается полноценной гидроизоляцией. Знаете, что это у меня за инструмент? Это обыкновенное сито, через которое мы будем сейчас рассыпать песок равномерным слоем. Часто спрашивают, как вообще использовать песок, когда мы готовим гидроизоляцию под плитку, где требуется высокий адгезия для плиточного клея. Обыкновенное сито. С ячейкой, наверное, миллиметра 2 на 2, 1,5, в зависимости от фракции вашего песка. Просто набираем и сыпем. Здесь у нас 3-й слой гидроизоляции, сейчас пойдет песок. Расход мастики на 3-й слой всего 400 граммов. Для этого требуется добавить растворитель ксилол. И все, мы аккуратно просто сыпем кварцевый сухой песок. Расход песка примерно 2-2,5 килограмма. Итого у нас мы насыпали песок. С излишком мастика впитает в себя столько, сколько нужно. На следующий день просто излишки песка собираем, и все. У нас получается супер эластичная гидроизоляция с хорошей адгезией и кварцевым песком. Далее плиточный клей или другие покрытия будут ложиться очень хорошо, с большой гарантией, с большими нагрузками и техническими характеристиками. Это будет прекрасная гидроизоляция, ничего не протечет. Вот вы увидели, как правильно делать гидроизоляцию с мастики гипердесмо для подготовки под плитку. Мы в Фиоленте, Севастополь, Крым. У нас здесь 3 балкона, 200 метров. Если у вас есть потребность в гидроизоляции, смело обращайтесь к нам.
переходите на сайт по ссылке в описании под видео. Также поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий, это всегда помогает в продвижении видео. По Москве и области, например, у нас доставка за 3 часа. Это просто доставить материал. Мы просто по звонку сразу же отправляем груз. Представьте, насколько это удобно, если вам, например, не хватило, да, или вам нужно в пятницу вечером привезти, мы привезем и вечером. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады, всегда поможем, мы любим свою работу и хорошо в ней разбираемся. С вами был Игорь, компания Max Guitar Group, обращайтесь.